Давненько я не смотрела японские дорамы, особенно новые, желательно в жанре романтика. Поэтому решила сделать небольшую, но, надеюсь, полезную подборку. Героиня дорамы «Идеальный парень» – успешная и красивая женщина, которая ждет предложения от парня, но не может забыть свою первую школьную любовь. Воспоминания – это, конечно, хорошо, но однажды, не пойми откуда, появляется двойник того самого парня, и героиня решает его купить. Вскоре герой снова сталкивается. Деньги он вернуть не может, но способы найдутся. После прогулки все возвращаются к своей жизни, а на следующий день будущий жених оказался чужой почти что муж. Угадайте, кто? Проникшись флешбэками, женщина приглашает незнакомца-двойника к себе домой. Отрезвляющий бардак окончательно отключает логику. Но герой так сильно хочет вернуть долг, что появляются намеки на роман. Вскоре дорисуется квадрат из ревновашек. А смотреть или нет этот ни о чем полный бред уже решать вам. Следующая дорама смущала уже названием. Ну я похвалили, ради бога, поднимаю руки. Герои расстались еще в школе, и началом студенческой жизни можно было закрыть эту страничку истории, но... Тот самый бывший живет совсем рядом, у него есть девушка, но вместо того, чтобы находить новое знакомство, начинаются какие-то абьюзивные качели. Изголодавшийся герой не понимает, почему его кормят котлетами, и принимается искать что-нибудь повкуснее. Ну чего в этой дораме не отнять, так это химии между персонажами и сюжет. Главное не вспоминать статью Уголовного кодекса, тогда вообще все отлично. С легкой руки наших комментаторов знакомимся с девушкой, ненавидящей собственный запах. Мать вашу! Когда героиня выбирала мыло, к ней принюхался очень странный мужчина. Незнакомец без ума от аромата девушки, хотя сама она его не принимает. Между сценами догонялок нам покажут детские травмы героини. Загнав девушку в угол, наш парфюмер пытается доказать, что он вовсе не... В итоге начинается сотрудничество, которое повышает самооценку героини и, пусть немного клишировано, но имеет шанс перейти в нечто большее. Герой дорамы с весьма длинным названием всегда был успешен благодаря своей внешности. В общем, все бабули в городе были его. Все было довольно статично, пока страшный мужчина в лифте не разблокировал потаенные страхи. Герой пытался наполнить красивую оболочку содержанием, но... И вот к 30 годам оказывается, что не все окружающие залипают на смазливое личико, и не каждый проект решается улыбкой. Яркие победы начинают сменяться неудачами, и даже те, кто остался рядом, не могут в полной мере утешить. Или не умеют. Теперь мужчина должен искать другие способы, чтобы вернуть успех в свою жизнь. Признаюсь, в какой-то момент мне казалось, что эта дорама по итогу скатится в бьюти-тему. Однако нашлось сценарий и местечко для романтики. Персонаж помощницы чуть позже описали подробнее, и наблюдать стало куда занятнее. Умеют японцы дорамы называть. Видимо, чем красочнее заставка, тем унылее жизнь персонажа. Трудоголизм и самопожертва – это база нашей героини. Каждый день проходит в бешеном режиме. Еще и беспалевную рекламу надо сделать, и трудовой кодекс засунуть куда подальше. В отличие от одного из начальников. На корпоративе девушка ссорится с шефом. По итогу пара просыпается в одной постели и начинает а-ля служебный роман вне рабочих часов. Главный герой нашей следующей дорамы полюбил свою учительницу. Однако железной леди школы плевать на всех, ведь она отдала сердечко персонажу игры. И в горе, и в радости было бы так, но одним необычайным утром тот самый ученик сменил имидж и, сам того не зная, зацепил девушку, так скажем, за живое. Вот только теперь он будет бороться за сердце любимой с анимацией. И в нашем топе длинных названий еще один экземпляр. Если очень долго и усердно работать на прекрасного человека, ну или не очень, то можно забыть о нормальном быте и самореализации. Или же получить невероятный шанс. Героиня внезапно становится директором дочернего предприятия своего босса. И хоть много недовольных, девушка начинает принимать все удары судьбы, ведь за многие годы привыкла к тяжелым задачам в изматывающих условиях. Скорее всего, поэтому я чуть не забросила дораму, ведь казалось, что это очередная офисно-рутинная тема. Благо, сценаристы сначала заинтриговали любовным треугольником, а позже выстроили романтическую линию.
Буду рада вашим рекомендациям в комментариях. До скорых встреч!